Всем привет! На связи Вейн. Как вы знаете, в стане фанатских проектов по FNAF существует множество как условно самостоятельных проектов, так и полных копирок механик оригинала. Одни выстреливают за счет оригинальных идей и геймплея, другие, в свою очередь, ждет забвение и вечное забытье. Но есть и что-то между. Игры, берущие за основу основные игры серии «5 ночей у Фредди», но подающие формулу под другим соусом, приправами и гарниром. Чего-то жрать захотелось. Говорю я, разумеется, о ремейках. Сегодня мы с вами рассмотрим множество примеров интересных интерпретаций нашего любимого фнавца. Заваривайте чаю, принесите печеньки, приятного просмотра. Но для начала давайте ответим на вопрос, что же такое ремейки FNAF? Логичнее всего будет дать этому явлению следующее определение. Это игра, за основу берущая одну из оригинальных частей FNAF, дорабатывающая или же переиначивающая некоторые аспекты проекта, будь то графика, сюжет или геймплей, а иногда все разом. Ремейки в игровой индустрии – дело отнюдь не новое. Так еще аж в 2000 году выходит ремейк первой части Resident Evil, тогда как оригинал вышел в 96 году. В наши дни ремейков и ремастеров баснословное количество. И неудивительно, что эта тенденция добралась и до FNAF. Для AAA сегмента ремейки скорее возможность дополнительно подзаработать на уже вышедшем продукте. Но вот ремейков Медведей цели совсем другие. Рассказать историю более понятным языком, перенести всю игру на другой движок, позволить полноценно перемещаться по локациям, так как первые части FNAF были очень ограничены геймплейно. Пусть сам геймплей был довольно увлекательным из возможностей. У нас был поворот головы влево-вправо, до планшет за дверьми. Большинство существующих переосмыслений направлено на геймплей и управляемость. Некоторые ремейки, в свою очередь, ударяются в абстракцию, позволяя прочувствовать родные нам игры буквально заново. Не смею более задерживать, давайте таки, наконец, посмотрим, какие ремейки FNAF бывают. История об этом проекте уже стала аналогом мифов и легенд Древней Греции. Посему, вкратце, жил-был инди-разработчик под ником Филморк. Изначально он сделал ремейк второго FNAF, но в итоге перешел на разработку полноценного, попрошу, официального ремейка первого FNAF. Участие в инициативе Fazbear Funverse, место под солнцем Скотта Коутона и оглушительный успех были у парня в кармане. Но вышло то, что вышло. Вообще, отмену проекта можно интерпретировать совершенно по-разному. Кто-то скажет, но очередная пародия отменена, да и ладно, и пройдет мимо. Кто-то будет грустить и вспоминать отличный ВХС-проект по игре на ютубе, а кто-то и вовсе найдет в отмене плюса больше плюсов. В конце концов, благодаря отмене оригинала, многие зарубежные фнаферы узнали о том, что и в странах СНГ есть рукастые ребята. Увы, версия Лоста хоть и была близка к оригиналу настолько, насколько это вообще было возможно, она не была лишена проблем на выходе, в основном из-за ситуации с ИИ голосом Скотта в игре. Проблема была исправлена, однако игру в открытом доступе на том же GameJolt больше не сыскать. Говоря откровенно, жаль, что столь амбициозный проект с таким оглушительным пиаром был отменен. Серьезно, во времена хайпа игры практически все хоть что-то дослышали о ней. Многие слышали о FNAF Rewritten 8.7, но погодите, это не одна игра, а целая серия ремейков по FNAF. Сам разработчик говорит, что планирует выпустить Rewritten версии всех 6 оригинальных игр, однако готово пока только 2. FNAF Rewritten и FNAF Rewritten 87 соответственно. И собственно, чем же интересны эти ремейки? В основном тем, что они как бы переписывают сюжет оригинальных игр таким образом, чтобы все 6 частей ощущались как единое целое. Сам FNAF делался не сказать, что в попыхах, но банально не имел изначального долгоиграющего плана. Rewritten — возможность взглянуть на сюжет FNAF, как если бы все 6 частей задумывались изначально, и это на самом деле отличная идея для ремейков. Да и игры клонами далеко не являются. Взять тот же геймплей. В первой части FNAF не было коридора из инженерной в комнату Фокси, а в Rewritten он присутствует.
Это даже с точки зрения планировки смотрится гораздо логичнее, ведь у механика есть быстрый доступ как к основной сцене, так и к сцене с Фокси через тот самый коридор. Оба проекта полны деталями, подмечать их сплошное удовольствие. Чудеса переосмыслений на этом не заканчиваются. Во втором реврайтоне офис выглядит более укромным и маленьким. Оттого проникающие в него аниматроники смотрятся более монструозно и внушительно. Внешний вид этих игр имеет черты своеобразного реализма, при этом не забывая о фирменной фнафовской стилизации. Круче всего то, что обе игры сделаны на Unity, и графика выглядит просто отлично. В том числе, продвинутый движок позволяет добавить аниматроникам полноценной анимации на камерах. Не сказать, чтоб эти игры в разы страшнее оригиналов. Как-никак, минимализм в оригинале помогал додумывать то, как наши противники двигаются и прокрадываются к нам. Фредди в первом реврайтоне так и вовсе перестал прятаться в темноте. Так хватит уже карусель. А, вот он. Нормально, он... А, так он еще не пришел ко мне, можно открывать. Он еще ко мне не пришел. Вот Фредди, у меня один вопрос. Ты где? Он уже здесь, ты чё? Ты охренел? Я слежу за тобой. Но эти игры дают свой переписанный опыт, который ощущается свежо и не дает заскучать. Реврайтены, ремейки не без минусов, но тем не менее, они являются отличными переосмыслениями классических частей. Впереди нас ждет по крайней мере еще один реврайтен. Что же, будем ждать и надеяться на скорый релиз оставшихся проектов. Игра, в свое время порвавшая сообщество самим своим существованием, разработанная Real Time Studio FNAF in Real Time, была создана, дабы показать FNAF в реальном времени. Изначально игру планировали как мод, хотя Click Team вроде как модить нельзя, отчего было принято решение перейти на Unity и сделать полноценный фанатский ремейк. На том, что это FNAF в реальном времени, приколы отнюдь не заканчиваются. В игре совершенно другой сюжет, главный герой и даже кат-сцены присутствуют. Забавно то, что сюжетно этот ремейк даже не ремейк, а скорее сиквел оригинала. По сюжету прошло 10 лет после событий оригинала. У некоего Донована Шихана пропадает дочь в этом заведении, и он решает разнюхать, что же творится в этом ужасном ресторане. На протяжении всех последующих ночей нам, по канону, названивает парень на аппарате и рассказывает, что к чему. Также в пати аниматроников пополнение. Теперь у нас есть некий брат, который старается уберечь души аниматроников и спасти их от забвения. Собственно, сюжетные изменения пошли игре на пользу. Теперь она ощущается не просто как очередной ремейк номер 564, а как что-то инаковое. Из геймплейных нововведений у нас полноценный босс-файт на третьей ночи с крутой музыкой на фоне. Sorry, do breathe, just pay attention. Donovan, things aren't going to go the way they're supposed to. You need to stay focused if you want to stay alive. А также, можно сказать, непредсказуемость роботов. Думаю, те, кто интересуется ФНАФом долгое время, помнят базу. Бонни слева, Чика справа. Здесь на это правило кладется огромный ржавый болт. И теперь эти двое могут быть и справа, и слева. Кроме этого, перед каждой ночью нас будут засылать на миникарту, дабы открыть следующую ночь. Геймплейных изменений довольно много, и все они идут на пользу игре. Сами анимации выполнены бомбезно, хотя и не без грехов. Говорю я о том самом преусловатом реальном времени, в котором якобы и происходит вся игра. Аниматроники периодически просто телепортируются куда хотят, без анимаций и прочих прелестей Unity. Но даже так, качество проработки поражает. А вот говоря о графике, ничего кроме FNAF 1 на Unity и сказать не выйдет. Это и в самом деле тот же FNAF, те же аниматроники, тот же офис и камеры, перенесенные на Unity, без особых графических и стилистических изменений. В принципе, FNAF в реальном времени и не должен выглядеть как-то иначе. Он ведь просто в реальном времени. Что еще реально в игре? Саундтрек. Реально круто.
Та же тема из меню, которую вы сейчас слышите на фоне. Тот саунд в босс-файте с Фоксяном на третьей ночи дает жару. В завершение хочется сказать, что ребята молодцы. Перенести такой фундаментальный проект на новый движок, так еще и внести в игру изменения, которые понравятся людям. Задачка та еще. И тем не менее, команда RTS справилась со своей задачей на ура. Мы получили не просто хороший ремейк, но годную и душевную игру. Если вы помните мои слова о многообразии ремейков FNAF и отличительных особенностях, забудьте. Эта игра не то, что к категоризации не поддается. Мы просто к ней не готовы, окей? Ладно, отбросим пафос. Интересен проект не только изменениями в графике, геймплее и сюжете, а в первую очередь своей идеей. Дурацкая поигрулька с нарочито кривыми работами рассказывает о вреде ностальгии, скоротечности времени и прочих таких вещах. И подает она все это не в лоб, но через нарратив, как бы заставляя нас почувствовать себя в родном гнездышке. Вот тебе двери по бокам, вот планшет с камерами, вот они аниматроники. Играй, получай удовольствие. И да, кайфовать тут есть от чего. Нововведения, внесенные в игру, заставляют кайфовать от нахождения в ней. Почти у каждого аниматроника есть вторая, иногда и третья механика, развлекающая тебя на протяжении всего прохождения. Но суть больше не в геймплее. Он-то хорош и разнообразен, это понятно. Знаете, на что визуально похожа эта игра? Вы, может, не знаете, но в бородатые времена многие еще пользовались VHS-проигрывателями и кассетами, соответственно. И визуал этого ремейка – это как если бы сам FNAF записали бы на такую кассету. Сделали экранку и так 10 раз. Все очень знакомое, но настолько пережатое и всратое, что узнаются только очертания. Само название игры FNAF 1 Remake настолько простое, что интерпретировать его как-то иначе просто невозможно. И в то же время нарратив у игры шикарнее некуда. Марко Антонио позиционирует эту игру скорее как укор в сторону видео по типу FNAF Ransomware и прочего сопутствующего ширпотреба. Но в то же время это просто шутка на 1 апреля. Проект был создан за 2-3 месяца. И невероятно, как несерьезный проект способен сказать так много важного. И ненароком задумываешься, на кой вообще серьезно относиться к производству фан-пародии по FNAF? Если в этом толк, ведь иногда можно просто оторваться и получить на выходе игру, которая завораживает по всем фронтам. Смысл пытаться донести посыл через прямые диалоги или, как Скотт, через подсказки и тайны, если можно подать горькую правду под соусом смешной шутки. Поэтому я и считаю этот ремейк самым удачным переосмыслением FNAF. Он не церемонится с игроком и вываливает базу так, как она есть, не забывая попутно поглумиться над нами и над собой. Такой вот перечень ремейков вышел. Какие-то не вышли вовсе, какие-то после релиза покорили абсолютно всех, в некоторые такие вовсе ударились в философию и повествование через нарратив. Ремейки FNAF далеко не однообразны в деталях, и тем интереснее разбираться в их наполнении. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а я не прощаюсь.